Всем привет! Это канал Криптонист. Меня зовут Владимир. И у нас сегодня долгожданное событие – интервью с компанией Satoshi Labs. Это производитель аппаратных кошельков Trezor One и Trezor T. И в гостях у нас представитель Satoshi Labs Матвей. Матвей, привет! Привет, привет всем. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Satoshi Labs? В Satoshi Labs я Head of Social Media, работаю в Трезоре. Окей. Как идея создания аппаратного кошелька пришла к их создателям, к Павлу и Мареку? Пришла на 2011 году впервые. Павел и Марек встретились в Hackerspace. Не знаю, если он еще существует, BRM Lab назывался. Стик там был кофаундером, и они делали биткоиновый метап. Туда пришел Слаш, он уже был на то время достаточно таким известным биткоин-деятелем, по крайней мере, в Чехии. Придумал Слаш-пул, первый Майнинговый майнинговый пул. пул, да-да-да. Тогда в рамках какой-то общения, просто коммуникации уже после своего метапа, ребят начали рассуждать на тему того, чего им не хватает и в целом не хватает для того, чтобы, во-первых, безопасно хранить биткоины, во-вторых, чтобы увеличивать, популяризовывать в целом биткоин как технологию, потому что она была не очень доступна на то время не IT-прошаренным ребятам, не IT-подкованным. И да, они пришли к выводу о том, что самым адекватным на тот момент решением и до сих пор является компьютер маленький с единственной целью хранения Приватных ключей. приватных ключей, да. И основные угрозы на тот момент и до сих пор остаются были атаки на персональные компьютеры в виде malware, софта, фишинг и так далее. И второй сегмент был это направленные атаки на инфраструктуру серверов. Часто Exchange была их более в основном. Ну, взлом биржи, например. Да, например, взлом биржи. Идея, да, иметь, возвращаясь обратно к сути, иметь один компьютер маленький, который тебе позволит, даже подключившись к заведомо скомпрометированному компьютеру или зараженному, позволит тебе не потерять ничего. И они, в принципе, достаточно быстро пришли к тому, что делать компанию. Стоит за это браться, стоит это разрабатывать. И в 2013 году уже появился, благодаря краудфандингу, Trezor One. Первый прототип. Или уже вышел? Появился и, собственно, в 2013 году уже он и вышел. Благодаря краудфандингу собрали необходимые средства, пустили в производство, вложили сейчас своих денег, и появился Model One. То есть получается, что ребята, они настолько давно на рынке, то есть если они в 2011 году встретились, да, то это еще, наверное, какое-то время, то есть они очень-очень давно в Да. крипте. Компании 8 лет сейчас или 7 лет. 7 скорее. Думаю, лучше с 2013 года отчитывать все-таки. Появление компании, появление Model One, я думаю, будет таким стартом. Да. Сколько сейчас работает человек в компании и какие есть основные подразделения? Сейчас в районе 70, плюс-минус, может быть, чуть меньше. И основные департаменты разработки — это Suite, команда, которая занимается Suite и обновлением прошивки, firmware. То есть у нас так Когда ты говоришь делится. Suite, это имеется в виду... Trezor Suite. да. Trezor Ага, Suite. окей. Пользуйтесь Trezor Suite. Очень хороший Trezor Suite. Поддерживаю. Пока что паблик бета, но мы уже на полной скорости стремимся к тому, чтобы уже в начале следующего года она была стабильной. Вот команда Suite, команда firmware, которая занимается регулярными обновлениями. Также департамент есть support, очень важная часть нашей команды. Маркетинг, в котором я нахожусь, отдел, sales и e-com. Где производится Trezor One и Trezor T? Все производство в Чехии налажено, в Чешской Республике. При этом очень тесная коммуникация налажена между нами и между производителями. Наши ребята часто ходят проверять на плент, как происходит процесс, все ли окей, все ли соответствует стандартам, которые мы сами себе поставили. И также они постоянно в курсе о том, какие у нас продвижения, что мы планируем, что мы не планируем. Стараемся контролировать производство как можно больше, и поэтому находится в Чехии. И Trezor One, и Trezor T производство в Чехии. Окей. Да. Многие владельцы Trezor One опасаются, что в какой-то момент их девайс перестанет более поддерживаться. Можешь прокомментировать это? Нет, ребята, не переживайте. Trezor One до сих пор у нас остается популярной моделью среди покупателей, которые только-только покупают Trezor. Это у них первое устройство. И также у нас большее количество людей, которые только-только попадают в биткоин, в крипто и начинают интересоваться криптовалютами, они скорее выбирают Model One. И даже помимо этих причин мы планируем поддерживать его очень долго, мы не планируем его забрасывать. Мало того, мы сейчас даже дорабатываем его для того, чтобы он
становился лучше как Это связано, независимый. извини, я перебью, это связано с тем, чтобы перейти на ядро TrezRT, вот эта история, да? В том числе. Можем об этом попозже поговорить Мгм. подробнее дальше. В целом, очень многим людям нравится форм-фактор. Нравится, что он маленький, нравится, что он компактный. Нет, не планируем вообще никак его забрасывать. Окей. Я единственное хотел бы вставить свою копейку. У нас был случай, кстати, вот на моей практике, когда аппаратный кошелек перестал поддерживаться. Это было с Bitbox 01 от ShiftCrypto. И компания заявила о том, что девайс перестанет поддерживаться за, по-моему, 1,5 года. И оповестила всех об этом, всех своих реселлеров, всех своих людей, которые подписаны, и предложила там замену. То есть это, если даже это там через там, не знаю, 10 лет произойдет, то об этом заранее оповестят, заранее это где-то там минимум год. А? Я говорю, что мы не будем этого делать. в ближайшее время точно. Да, хорошо. Кстати, вот это мы не вырежем. Май 2018 года, выход TrezRT. Расскажи, пожалуйста, что сподвигло вас выпустить новую модель? Чем не устраивала уже Trezor One, может быть? Trezor One устраивала всем. Она до сих пор, на самом деле, отвечает всем нашим стандартам, которые мы ожидаем от аппаратных кошельков. Основными причинами, их несколько, стало, как бы смешно звучало, больше дисплей. Смешно не звучало, потому что про безопасность, про приватность, секьюрность, но юзабилити — это тоже один из наших ключевых направлений, в котором мы стараемся работать. Чтобы удобно Мы было об этом- просто Удобно пользоваться, да? То есть пользоваться, да. больше, то есть запросы были какие-то про... Запросы были, да. Это, собственно, запросы приходили от сообщества нашего, от комьюнити, от пользователей Model One. И мы много задавали в процессе разработки Model T, много задавали вопросов о том, что вы хотите, как вы хотите, что вам не хватает в Model T. И самым частым было, да, про экран. Удобнее пользоваться большим экраном, хочется большой экран. Помимо этого, очень мы сделали большой скачок вперед с точки зрения разработки и упрощения кооперации всех контрибьюторов, тех людей, которые ревьюют код наш, и которые добавляют что-то, и которые предлагают, и которые активно увлекаются в процессы улучшения. Model One целиком на плюсах, на C, не на плюсах, на C. TT же поддерживает коммиты в питоне. В чем фишка? Больше людей, опять же, это пришло с того, что люди писали, ой, я, то есть, очень хочу вот такую фишку вам предложить, но у вас все на C, а я не очень готов. Понятно. Или в общем, сложности вызывали. И у нас прям резко рвануло количество контрибьюций в код. Участие, да, участие. Очень больше людей намного стало увлекаться. Соответственно, это повысило и скорость, и возможности для развития самой модели, которая у нас, например, выходит просто из рук. Кто принимает решение о добавлении той или иной монеты в список поддерживаемых? Ты имеешь в виду какое-то лицо непосредственное в компании? Ну да, вот я как или дилетант, руководство? да, я вот не знаю, как у вас эта кухня внутри устроена, вот мне интересно, это какое-то подразделение, это какой-то человек, это какой-то ресерч, то есть вот как это происходит? Что касается самого процесса, он не такой на самом деле сложный с точки зрения механики. Основная загвоздка в том, что мы предпочитаем работать в кооперации с разработчиками монет или токена, чтобы они нам помогали готовить все необходимое для интеграции, чтобы оно успешно попадало в следующий firmware апдейт, который у нас происходит регулярно. Так как возможность физическая работы над каждой интеграцией с коинами это особенно сложно, потому что много из них это форки биткоина с смененной структурой, и поэтому нужно много всего переделывать, перелопачивать. Раньше, на самом начале, на первых порах, более активно в Trezor были интегрированы разные монеты, альткоины. Но со временем, после произошедшего бума, стали более избирательно к этому относиться, потому что помимо сложности процесса и вовлеченности команды разработки, важным фактором еще является устойчивость. Устойчивость в смысле слова sustainability. Потому что нам важно, чтобы команда, которая разрабатывает монету, она могла его и поддерживать интеграцию, и чтобы мы должны быть уверены в том, что у них есть какие-то дальнейшие цели и видение на то, куда развивать, как развивать и что приносить. Эти все цели не связаны с бизнесовыми никакими задачами, то есть мы не возлагаем финансовые ожидания на то, какие коины у нас листятся. То есть, получается, я сейчас вот кусочек того, что ты сказал, хотел бы прорезюмировать. То есть, получается, например, какая-то компания, она разработала блокчейн, какой-то актив, да, который в этом блокчейне крутится,
и у них должна быть какое-то подразделение, которое и будет взаимодействовать с вами. Скорее, это не то, чтобы подразделение должно быть. Скорее, команда, которая разрабатывала, она делает коммит на GitHub, и после нашего ревью желательно, чтобы код был таким, чтобы мы его пропустили в наш фирмвер, и она добавилась прошивку. автоматически. В прошивку, да. И оно автоматически добавилось. Естественно, если необходимо какое-то вовлечение с нашей стороны, все всегда обсуждается. У нас не такая позиция, что вот либо так, либо не так. Это скорее точка старта. Но, например, если это токен на эфире, версии 20, то достаточно просто задеплоить смарт-контракт, отправить pull request к нам в GitHub, и это уже совсем почти автоматическое. Ну, это автоматически делается, ну да. Происходит, да. Поэтому... Не то, что автоматически, мы все это проверяем, безусловно. Но сокращается время и сокращаются усилия обеих сторон. Есть ли у вас какой-то менеджер проектов типа Trello, где можно просматривать, какие изменения грядущие будут в прошивке, в возможностях девайсов, и может быть какое-то участие и голосование там со стороны пользователей? Есть ли что-то подобное? Уточню, если позволишь, ты имеешь в виду место, где люди могли бы задавать вопросы касаемо будущих обновлений, или место, в котором они могли бы предлагать нам что-нибудь? Больше, наверное, предлагать, потому что задавать вопросы это Reddit, это Telegram, да. А вот именно предлагать. Именно предлагать. Да. Смотри, с точки зрения одного такого пространства и простой формы коммуникации с пользователями о том, что вы хотите добавить, что не хотите добавить, мы когда-то давно отошли от этого, потому что мы пришли к тому, что любое желание иметь какую-то новую фичу или любое предложение невозможно обернуть в простой опрос или в да, нет, тесты, как бы мы это ни хотели. Поэтому если мы говорим про коммуникацию, то это все-таки дискуссия. У нас есть очень большое ядро бета-тестеров, с которыми у нас постоянно проходит коммуникация в очень развернутом виде, где каждая фича, которая поступает в качестве предложения, она обсуждается. Обсуждается, насколько релевантно добавлять там, в пайплайн или вообще нерелевантно, и мы этим не будем заниматься. Почему пользователи хотят именно эту фичу. То есть у нас как бы дискуссия, от слова дискуссия совсем. Это все обсуждается. Поэтому... То есть здесь вопрос, наверное, вовлеченности больше, да? Не просто там, да. а вы сделаете это и все. То есть вам важно именно качество. Нам важно, да, если совсем обрамлять это в очень простое выражение, то это скорее каждое мнение – это ответственность. И мы стараемся от этого исходить сами, и стараемся как-то в таком же ключе и общаться с нашими пользователями о том, почему хотите, как вы хотите, что. Записывайтесь в бета-тестеры и давайте вместе обсуждать, что стоит нам добавить в Трезор или убрать оттуда. Ходят слухи, на самом деле это не слухи, это, я помню, были такие обсуждения, и где-то, по-моему, даже на Reddit я читал, и от самого Павла там где-то промелькнула информация, что код Trezor T будет в скором времени, или, может быть, не в скором времени, это я так хочу, перенесен на Trezor One. И Trezor One будет поддерживать практически все то же самое, что и Trezor T. Что скажешь на это? Вообще не слухи. Мы работаем над этим вот прямо сейчас, и у нас уже, кстати, предварительные результаты, мы ими довольны. У нас все еще есть достаточно важные моменты, которые касаются самого железа, которые требуют решений. Ну, что я имею в виду? Например, форк Monero очень тяжелый, а у нас в Model One изначально меньше памяти, чем в Model T. Это то, с чем можно справиться, и мы с ним пытаемся сейчас справиться. Но да, все идет к тому, что мы перенесем код. То есть это, уже вы что-то делаете, вам что-то нравится еще, да, то есть да, процесс идет. Да, процесс идет. Круто. Хорошая новость. В индустрии аппаратных кошельков есть компании, которые используют в своих девайсах секьюрные чипы. Это Ledger, это Taiwan CoolBTX. Также есть компании, которые используют комбинацию Secure Element, да, и открытого ПО. Это Shift Crypto и это канадский CoinKite. И есть компания, которая полностью использует открытое ПО и использует обычный чип. Почему Satoshi Labs не пошло по пути использования секьюрного чипа? Мы начали этот путь, на самом деле. Мы попытались внедрить Secure Element в Model T. Но мы столкнулись с тем, что, найдя из всего перечня возможных чипов самый, как нам казалось, подходящий и отвечающий нашим требованиям, когда мы уже подписали NDA с производителем, договор о неразглашении,
собственно, краеугольный камень всех Secure Element чипов, получили его, и сразу же очень быстро обнаружили плохие, слабые стороны, такие прям слабые дыры. Можно я уточню? То есть, получается, вы нашли компанию, которая производит чипы, вам кажется, что это хороший чип, его можно использовать, вы подписываете договор о неразглашении, да, за нарушение этого договора там очень большие, наверное, Санкции. да, очень жесткие санкции, поэтому вам открывается код этого чипа, да, или API, с которым можно взаимодействовать. Даже не то, что он открывается, он, так скажем, никто нас уже не останавливает от того, что мы его взламывали. Для нашей собственной безопасности, чтобы понять, каким атакам он подвержен, каким не подвержен. И он оказался подвержен таким атакам, что мы отказались быстро от его использования. Ввиду NDA мы не могли раскрыть публично, но и в целом у нас не было такой задачи. Нас удивило то, что мы сразу же обратились к производителю, сказали о том, что есть такие ряд целых проблем. На что нам было сказано, мы знаем, но ничего с этим делать не планируем. Ребята... То есть я правильно понимаю, что вот эта вся индустрия секьюрных чипов, она... дает ложное ощущение безопасности. Почему ложное ощущение безопасности? Потому что секьюрный чип должен быть секьюрным, и он по дефолту отвечает за безопасность. Но в данном случае мы пришли к тому, что секьюрный чип пока неизвестно, можно ли взломать или не можно, и мы не хотим оказаться в ситуации, когда наш secure element взламывается. Поэтому и ввиду той ситуации, в которую мы попали с производителем NDA и невозможностью разглашения, и в целом наш достаточно, у нас этическое есть разногласие в этом плане, потому что мы изначально open source, и в принципе, это ценность, которую мы стараемся пропагандировать и продвигать дальше, на основе которой мы стараемся строить все наши дальнейшие разработки. И все хочется сделать как можно более открытым и доступным для аудита. И в данном случае эта конкретная ситуация сподвигла нас к тому, что Satoshi Labs запустили такой продукт, как Tropic Square. Он пока в разработке. Это часть Satoshi Labs, вместе как который будет разрабатывать open-source'овый secure element. Проверяемый. Доступный всем для аудита. Если у нас открытый код, соответственно, девайс с открытым кодом, его код будет, скорее всего, более точно выверен и без ошибок. Каких-то глобальных ошибок не будет, да? А, например, если это secure element, то там могут быть какие-то ошибки. И я бы здесь привел пример. Я не помню точно, какой это год был, по-моему, 17 или 18 год, когда выяснилось, что Ledger не проверяет, адрес сдачи принадлежит кошельку или нет. Я не знаю, знаешь ли ты эту историю или нет. В общем, ребята из России, кстати, по-моему, из Питера, они продемонстрировали атаку, где они интегрировали Ledger Nano S с Mycelium, видоизменили Mycelium таким образом, что отдача падала на адрес, который не принадлежит Ledger. Вот такую штуку они провернули, и, на мой взгляд, это очень серьезный косяк, очень серьезный. И это, возможно, это как раз связано с тем, что все закрыто. Вот эта операционная система Bolos, да, где работает код Ledger, то есть это последствия закрытого кода, да, использования secure element. Эту конкретную ситуацию в целом не хотел бы обсуждать успешные атаки ни на нас, ни на наших конкурентов. Но это отчасти да. То есть secure element это не 100%. Не панацея, это да. не панацея. Да. И мы это заявляем, это не панацея из-за того, что мы верим, что так, во-первых, быть не должно. Ситуация, в которую мы попали. Когда хакер, на самом деле, мы, если мы себя называем, в данном случае мы делали хакерскую работу, мы ломали этот чип перед тем, как его пустить в производство. И, допустим, мы производитель аппаратных кошельков, мы клиент производителя чипов. Мы им, как клиент сапплайеру, говорим: смотрите, вот такая штука. Если нам говорят о том, что они знают, ничего с этим не будут делать, то можно на наше место поставить любого человека, который, допустим, для себя, для собственного интереса решил исследовать и успешно взломать secure element, он не сможет ни за деньги, ни за идею рассказать об этом производителю, он останется этой информацией наедине. Понятно. То есть вы выбрали пока что обычные чипы и также параллельно запустили Tropic Square, который планирует произвести в будущем чип проверяемый, и такого еще на рынке вообще нет. Нет, и мы будем, и Tropic Square нацелен на то, чтобы заниматься именно чипами, то есть это не то, чтобы часть разработки Trezor, мы
все, кто захочет себе поставить Другой Secure производитель Element, сможет? да. Например, Ledger, если захочет Ну, приобрести ради чип. бога, ради бога. Tropic Square будет целиком независимый. Мы даже сейчас задумываемся над тем, чтобы сделать Secure Element в виде SD-карты. SD-карты, да, чтобы можно было в TT вставлять и использовать уже в текущих созданных Model T. Но опять же, если у нас обычный чип, да, в трезорах используется обычный чип, там есть кодовая фраза. Да, ключевая фраза, passphrase, это то, на что мы больше ставим акцент с точки зрения защиты, чем на Secure Element. И опять же, это то, что мы даем нашим пользователям в руки как решение, которое они могут применить. Опциональные — это все еще при этом не маст, который должен быть находиться, потому что у всего есть, опять же, свои плюсы и минусы. У нас есть статья про ключевую фразу, всем советую прочитать. Мы там рассказали о том, что это, зачем она создана, как она работает, и одновременно объясняем, в каких случаях лучше не использовать кодовую фразу. Ссылки будут в описании. Ссылки будут. Спасибо. Есть ли у вас какая-то статистика по офлайн взломам, когда, например, у кого-то украли девайс и попытались взломать? Можешь, пожалуйста, это прокомментировать? У нас нет статистики по оффлайн-взломам, потому что я, кажется, знаю, что ты имеешь в виду. Какую именно атаку ты имеешь в виду? Конкретно такого рода... Ну, атаку, я думаю, я могу ее сказать. Да, это конечно, вот да. Атака Kraken Security Lab, да, Мгм. вот эта вот вся история. Вот подобное что-то было у вас? Какие-то обращения, может быть? Атаки, подобной Кракену, больше не было, и мы ни разу не получали оповещения или... От своих клиентов. От своих клиентов, да. Именно клиентов, да. О том, Что вот у меня украли было. кошелек, и вот... Да. Честно, нет. И настолько так, и при этом очень много обращений все еще о пострадавших в результате фишинга. Или будь то фишинг, или просто адреса скамеров, которые, например, просили вводить сид. Хотя мы не просим вводить сид, если вас не просят это устройство. Ну да. Но при этом тоже, как бы, думаю, можно сказать, что кракеновский хак был настолько лабораторный в таких стерильных условиях. Ну, то есть у нас есть объяснение того, что, как это можно сделать и что для этого необходимо. И очень много факторов, которые сводят на нет. То есть это возможно, но это тяжело представимо, что кто-то будет проделать такую колоссальную работу для того, чтобы выследить, что да, у именно этого человека именно такое количество есть, На момент атаки, что он не обнаружит это, да? Что у него так много там, что достаточное количество биткоинов или других криптовалют, чтобы это в целом того стоило, потому что эта атака не имеет смысла, если ты пытаешься украсть $200. И еще если у него не установлена кодовая фраза, да, это тоже нужно быть, откуда ты знаешь. Может быть, ты все это сделаешь и наткнешься на вот такую штуку. При этом лично мне здравый смысл всегда говорит о том, что если ты обращаешься с очень крупными объемами денег, то ты максимизируешь безопасность. Такая атака, которую проносили Кракен, да, она возможна, но она очень маловероятна для конечного пользователя. По статистике у вас 0 обращений с офлайн взломом, например. Да, не хочу говорить 0, потому что это просто напрашивающийся кейс для истории на Reddit, чтобы кто-то взял и попробовал это в домашних условиях сделать. Ага, Но, я понял. Да. Хорошо. Bluetooth-соединение – это хорошая идея для аппаратного кошелька или нет? Так скажу, не катастрофа с точки зрения безопасности, если можешь выключить. Если ты уверен в том, что он выключен, пока ты им пользуешься. Понятно решение внедрения Bluetooth как технологии в аппаратные кошельки с учетом того, какая политика у Apple по подключению внешних устройств к девайсам, к айфонам, к айпадам. Но, опять же, Bluetooth и мобильность платежей как таковая, она не на очень большом кону, особенно если мы говорим про аппаратные кошельки. Что функция аппаратного кошелька — хранить деньги, хранить скорее долгосрочно, чем краткосрочно. И я бы, может быть, даже привел такую очень нескромную параллель с наше поведение с обычными деньгами, скажем, тем же самым. Если у кого-то в сейфе лежит 100 тысяч рублей, вряд ли все эти 100 тысяч рублей будут взяты с собой в ресторан. Скорее всего, возьмется маленькая часть, или потому что, возвращаясь к трезору, можно просто взять и скинуть на Hot Wallet себе $100-120, которые ты тратишь. На мобильный кошелек какой-то, да? То есть и я понял. платежи. Опять же, у Bluetooth есть применение, оно нам понятно, но это не ключевая мобильность, опять же, не ключевой момент, которого не достает сейчас аппаратным кошелькам. Вот, поэтому
Мы не очень стремимся его добавлять. На рынке сейчас очень много различных девайсов. На твой взгляд, какое основное преимущество у трезоров? Репутация 7 лет и больше. Открытость в виде open source. Вот два основных преимущества. Потому что... И почему важна репутация в данном случае? Мало того, что за 7 лет мы не только выставили, но и продолжаем развиваться, и стану стесняться упомянуть, что мы в целом изобрели кошельки аппаратные. И мы очень дорожим своей репутацией, потому что это одно из самых важных, что у нас есть, и особенно в индустрии криптовалюты, где никто никому не доверяет, don't trust, verify, not your keys, not your coins. И наличие репутации, и наличие доверия вот в том формате, который мы имеем, оно для нас важно. Если мы говорим про новые появляющиеся кошельки, да, клоны трезоров, да, они новые появляются, да, в них есть что-то похожее, что-то не похожее на нас, на наших конкурентов, на все имеющиеся решения. Но мы все-таки надеемся, что и сейчас, и дальше конечные пользователи будут в первую очередь, не в первую очередь, а в одну из первых очередей задавать себе вопрос о том, стоит ли эта экономия там, в 10, 20, 30, 40, 50 долларов того, что в случае какого-то непоправимого казуса в виде потери денег, это единственное самое важное, на самом деле, с чем мы все боремся, потеря денег. То производители, которые, например, год или два, ему намного проще сказать, вы знаете, мы ничего не знаем, у нас нет больше вообще. Вот. Чем мы, потому что мы Вы играем потеряете, долго, мы потеряем все. И да, на самом деле все это упирается в эти два простых принципа. Хотел бы знать твое личное мнение. Ну, у тебя наверняка есть кошельки, да, Trezor, скорее всего. Несколько. Да. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько легко разобраться обычному пользователю средних лет, юзеру Microsoft Office в криптокошельках, в аппаратных кошельках, в Trezor, да, насколько ему легко будет там получить, отправить и хранить деньги? Если говорить непосредственно про опыт пользователей Trezor, то мы со своей стороны делаем максимально возможно, чтобы это было супер просто, понятно. То есть есть юзер-мануал, у нас есть отдельная Википедия, которой, естественно, один человек в нашей компании, шатаут Оливеру, помогали сетапить трезоры для одной компании. У нас, я думаю, недолго после выхода твоего видео выйдет большое с этой компанией, организацией проект. Немножко так заанонсирую тебя на канале, если позволишь. Конечно. И финдир этой компании, организация, человек, который максимально далек от криптовалют. При этом в рамках одного разговора нашего совместного мы шли по нашей инструкции, которая у нас, опять же, на Википедии есть. А у человека возникли вопросы, но на них все есть уже ответы. И базовые вещи в виде инициализации устройства, отправки транзакции, приема, все это достаточно доступно уже сейчас. Основная сложность в том, насколько человек готов совершать усилия, неправильно будет с моей стороны сказать именно совершать усилия, насколько человеку комфортно с какими-то новыми технологиями исследовать их, самому искать информацию, насколько человек готов, так скажем, на себя брать ответственность за самообразование в том числе. Ну да, потому что криптовалюта это ответственность. Это и ответственность, Да. и это все еще неправильно нажал кнопку «заработало». Это все еще, я, кстати, надеюсь, и не будет, потому что это, в принципе, нарушает фундаментальные принципы биткоина и зачем создана вообще криптовалюта. Все-таки ответственность за безопасность своего капитала в криптовалюте, за пользование новой технологией и за понимание того, что технология требует хотя бы какого-то широкого, не широкого понимания, она фундаментальна в этом плане. Если пользователь, например, хочет что-то найти, хочет научиться пользоваться им, и даже он впервые берет в руки обратный кошелек, и он не знает, что такое биткоин, мы ему максимально помогаем на этом пути. Как ты думаешь, что может измениться в ближайшем будущем в сфере разработки аппаратных кошельков? В будущем, с точки зрения бизнеса, мы видим появление новых производителей аппаратных кошельков. Это неизбежно в любом случае. Очень все надеемся, я в том числе, что мы движемся в очень стремительном направлении к массовому адопшену биткоина, к принятию не только технологии, но и
и наличие, точнее, технологии, но и его непосредственного употребления и применения, и что это будет больше и больше входить в нашу ежедневную финансовую рутину, так если могу ее назвать. Также мы видим, что все это стремится еще и к увеличению внимания, больше внимания уделяется юзабилити, больше внимания уделяется простоте использования, доступности. И мы в том числе в эту сторону тоже работаем, активно работали во время разработки Сьюта. Сейчас продолжаем дорабатывать. И да, проще, доступнее, массовее. Я знаю, что можно приобрести Trezor, да, напрямую в вашем магазине за биткоин. То есть это абсолютно легально. Получается, что ваша компания отчитывается перед государством по налогам, да, несмотря на то, что принимает оплату в биткоинах. Какая ситуация с криптой в Чехии? Так прям законодательно не могу тебе широко ответить, чтобы это было прям точно, поэтому факт-чекинг в данном случае необходим. Но государство чешское, оно помогает тем, что оно не мешает развиваться криптовалюте как в целом криптовалюте. То есть таких запретов, как у нас... Нет. Запретов нет, попыток поджать под себя ничего тоже нет. Попыток выпустить чехкоин какой-нибудь тоже нет? Слава богу, нет. У нас даже в офисе стоит АТМ биткоиновый. Блин, это круто. Биткоиномат, который вот на последнем дипе даже опустел. На Slack писали ребята, там, что типа, чуваки, надо заправить. И там была очередь от сотрудников от Satoshi Ну, очереди не было, потому что все в основном не все в основном, все на home office сейчас, потому что в Чехии, к сожалению, очень страшная обстановка с коронавирусом сейчас, и у нас в офис заходят люди именно по какой-то необходимости, крайней необходимости. Вот, ну да, это было замечено. Очередь не стояла, но пришлось заправлять. Я как предприниматель, то есть я могу там организовать какую-то компанию, да, и принимать за услуги в биткоинах. Такое, то есть это я могу сделать. Да, вести бухгалтерию, отчитываться перед налоговыми, да. Но... Круто, очень круто. В принципе, эта практика, она распространена не только Чехии касается, слава богу, достаточно стран, которые очень... Это Европа. Это Европа, это Америка в том числе. Сколько мне известно, что в Америке, чтобы ты можешь принимать даже донаты в крипте, только ты должен за очень короткий срок выводить их в доллары. А что с майнингом? А с майнингом тоже все. А вообще... Если Слаш чех придумал майнинг пула, как ты думаешь, как чехи с майнингом? Да, вот я тоже сейчас задаю вопрос, что с майнингом, я понимаю, что там, ну, скорее всего, все... Да все нормально. Ну, как тенденция, как и во всем мире, в котором никто не пытается заарканить криптовалюту. Государство, имею в виду. Ну, здорово. Я очень искренне надеюсь, что у нас, может быть, тоже какое-то потепление пойдет вот в эту сторону. А куда нам деваться? Матвей, спасибо большое, что пришел, что отвечал на вопросы. Хотел бы обратиться к подписчикам. Ссылки на темы, которые мы обсуждали, будут в описании к видео. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, будем отвечать. И, может быть, у тебя есть какое-то заключительное слово, обращение к нашим зрителям. Спасибо, что посмотрели это интервью. Очень приятно, что ты позвал тоже. Тебе спасибо большое. В заключение, мне кажется, мы все знаем. Будьте своим собственным банком, доверяйте только себе, вкладывайте в себя, любите себя, будьте безопасны, будьте здоровы. Спасибо.